Сегодня будет необычное видео, потому что в нем я не буду делать обзор какой-нибудь отдельной игры и даже не буду показывать вам какой-то топ, как это сейчас принято. Сегодня я расскажу вам про современные настольные игры, которые изменили индустрию в целом, изменили подход к созданию настолок, оказали огромное влияние на все, во что мы играем прямо сейчас. В последнее время историей настольных игр увлекаются все больше людей. Но большинство из них пишут и рассказывают про древние настольные игры, про совсем старье. То есть про то, что было еще до нашей эры. И, конечно же, оно тоже оказало влияние на то, во что мы играем сейчас. Но речь сегодня не об этом. Недавно, кстати, по этому поводу даже вышел специальный выпуск «Мира фантастики», в котором рассказывается про древние настольные игры. Но почти со всеми с ними есть одна проблема. Правила этих игр не дошли до наших дней, и историки додумывают их по всем возможным источникам. Конечно же, многие механики перекочевали из них в настоящие современные настольные игры, и та же самая Манкала является основой для целой серии игр. А причем в некоторые из этих игр, я уверен, вы вполне могли играть. Я не буду вам рассказывать про Михен, Ур или Синет. Я расскажу вам про те игры, большинство из которых вы, возможно, играли в той или иной редакции, или про те игры, которые стали основами для ваших любимых игр, которые стоят у вас на полках в ваших коллекциях. Это будут игры разных жанров и направлений, и поэтому, если вам эта тема интересна и вы готовы смотреть дальше, ставьте лайк, заваривайте чайку, а мы начинаем экскурс в историю. А начнем мы ее с известного британского писателя Герберта Уэллса, автора таких произведений, как «Машина времени» или «Человек-невидимка». Но вот мало кто знает, что Герберт Уэллс является отцом современных варгеймов с миниатюрами. Интересно? Я был сам очень удивлен, когда узнал, что в 1913 году он выпустил не игру в современном понимании настольную, а руководство, которое называлось Little Wars. И это была не коробочная игра, а книга с правилами. Конечно же, в игру с солдатиками играли и до этого, но именно Уэллс сделал ее доступной, в том числе для мальчиков 10-12 лет. Игра отличалась простыми правилами без использования кубиков, но вводила такие понятия, как зона поражения, например, от артиллерийских выстрелов и снарядов. Кстати, пушки в этой игре стреляли сами, они заряжали зарядиками и пуляли их через игровое поле. А в самой игре были только пехота, кавалерия и артиллерия. В нее, кстати, играл заядлый миниатюрист Питер Кушинг. Это английский актер, известный многим по роли, например, Гранд Моффа Таркина в классической трилогии «Звездных воинов». Little Wars дала путь не только Вархаммеру и всем подобным варгеймам, но и Чейнмейлу, из которого родилась Dungeons and Dragons. Гэри Гейгакс, автор «Подземелий драконов», говорил об этом, когда делал предисловие к переизданию Little Wars. Второй игрой в нашем списке будет, разумеется, Монополия. Прообразом и прародителем ее стала игра в землевладельца, так называемая Landlord's Game. Ее в 1903 году разработала американка Элизабет Мэгги. Она была уверена, что все проблемы американского общества являются следствием жадности землевладельцев и отсутствия единого земельного налога. И на примере игры она хотела показать, как пагубно влияет монополизация недвижимости на общество. И хотя игра была популярной, но прям хитом она не стала. И поэтому в один прекрасный момент фанат этой игры, Чарльз Деру, взял одну из ее версий, порезал из нее все шутки про политику, которые вызывали различные вопросы, убрал антимонопольные правила. Да, в самой первой Landlord's Game было две версии правил, монопольная и антимонопольная. И в антимонопольной можно было победить всем вместе. Так вот, Чарльз Деру взял ее, свою доделанную игру, и пошел предлагать различным издательствам. Но Parker Brothers ему отказали, найдя целых 52 дизайнерских косяка в самой игре. И представьте себе, это было в начале 40-х годов. Там уже было 52 дизайнерских косяка. Как люди тогда дизайнили игры, я пока не могу себе представить. В итоге он сам выпустил ее тиражом в 5000 копий, и она моментально продалась. И вот тогда Parker Brothers обратили на нее внимание. Они купили на нее лицензию, выпустили игру, и уже в 1936 году Монополия стала самой продаваемой игрой в США. Почему она стала популярнее игры землевладельцев? Скорее всего, из-за того, что в ней была более простая концепция. Скупи все, обанкроть других. Здесь я сделаю небольшое отступление. Parker Brothers уже тогда были воротилами настольного бизнеса, и даже сейчас их компания до сих пор процветает и является крупнейшей на рынке настольных игр и игрушек. Сейчас вы знаете ее под названием Hasbro, но это прямо тема для отдельного ролика, и когда-нибудь, может быть, мы и об этом поговорим. А еще интересно, что вот в этой коробке не было игрового поля. Оно продавалось абсолютно отдельно, вот в таком вот варианте.
Потому что оно в эту коробку просто не влезало. В итоге же монополия показала, что игры могут продаваться огромными тиражами и приносить большую прибыль. И что можно делать игры, которые будут почти в каждом доме. Стоит отметить, что в целом на индустрию влияют исключительно успешные проекты, которые, если и нельзя прям переписать слово в слово, как за партой, то как минимум можно воспользоваться их трендом, направлением, взять идею из игры. И поэтому в основном все игры, которые формируют дальнейшее развитие настольных игр, это коммерчески успешные проекты. Возможно, когда-нибудь я займусь роликом про те игры, которые зародили именно какую-нибудь отдельную механику или определенный жанр. Но если вам будет такое интересно, напишите мне обязательно об этом, а мы продолжим еще одной сверхпопулярной игрой. Но сначала нужно понять вот что. Настольные игры в том же США к 30-м годам уже были прибыльным бизнесом и довольно распространенным хобби. Но в большинстве своем это были либо карточные игры, то есть игры, которые используют в своем процессе обычную игральную колоду карт, либо это были игры на бросках кубиков, включая вездесущие варианты кинь-двинь. Как раз по причине того, что запоминаются коммерчески успешные игры, мало кто помнит игру Lexicon, или Criss Cross Words, как она называлась в одной из ее вариаций. Эта игра вышла в 1932 году, и в ее компонентах были правила и карты. Она была одной из тех игр, которые дали понимание в том, что игры могут быть не только азартными или развлекательными, но и головоломными. В этой игре на картах были разные буквы, и вы должны были из своих букв на руке складывать слова по принципу кроссворда, стараясь избавиться от как можно большего количества карт. И, соответственно, чем меньше карт у вас осталось на руках, тем меньше штрафных очков вы получали. Думаю, вы догадались, как называется ее версия, которая вышла позже за авторством Альфреда Мошера Батца, который, кстати, был архитектором по профессии. Это, конечно, Scrabble. Альфред, конечно же, не признался, что идею ему подарила именно игра Lexicon, но изначально его игра называлась Лексика. Совпадение? Не думаю. Издавать ее не хотел никто, как и Монополию в изначальной версии, до тех пор, пока в 1948 году ее не купил фанат настолок и одновременно бизнесмен Джеймс Бюрно. Он со своей женой переделал заброшенную школу в Коннектикуте в фабрику по производству игры Scrabble. Выпустил тираж в 2400 копий и на нем жестко прогорел. На тот момент он потерял $500. Это не то чтобы сильно большие деньги сейчас, но тогда это были достаточно крупные деньги. Но спустя некоторое время Scrabble начал набирать обороты и развиваться постепенно, набирая все больше и больше фанатов. В итоге игра стала основоположником современного жанра настольных игр, в которых использовалось знание языка и умение составлять слова из случайно выпавших букв. Эта игра ввела в индустрию элемент развития языковых и стратегических навыков, потому что сама по себе она была привлекательной для широкой аудитории и в образовательной среде. Но важнее даже не то, что Scrabble в принципе показал, что можно делать слова в играх и мозголомные игры имеют право на жизнь, а в том, что Scrabble поспособствовал формированию международного сообщества игроков и появлению специальных турниров, что как раз и стало моделью для проведения турниров по другим настольным играм. Кстати, Scrabble очень любил президент США Дуэйн Эйзенхауэр. Следующей важной, а возможно даже и самой важной из игр всего списка, который будет сегодня, будет не прям настольная игра, а настольная ролевая игра. И вы понимаете, что это Dungeons and Dragons. История создания и развития этой игры можно посетить прям отдельный выпуск, и он был бы даже длиннее этого. И возможно я когда-нибудь обязательно этим займусь, но в этот раз постараюсь быть кратким. На основе игровой системы про военные действия, которая называется Strategos, некий Дэвид Вайсли, будучи еще студентом университета, собрал своих единомышленников и организовал дипломатическую игру, где каждый воплощал в себе роль персонажа наполеоновских войн. И игра должна была быть переговорной. Он изменил правила, и вместо 2 игроков, как он делал это обычно, в ней участвовало больше 8. И 2 игрока решили вдруг, что хотят вступить в дуэль. Но правил для этого не было, они были придуманы моментально, на ходу, и потерпели крах. Игра, конечно, провалилась, но это дало рождение концепции того, что дипломатические игры могут быть шире и глубже. А приблизительно в это же время Гэри Гайгакс со своим другом разработали систему настольного варгейма, которая называлась Geneva Medieval Miniatures. Она стала основой для игры Chainmail. Но откуда у этой системы растут ноги, вы знаете, если смотрели ролик с самого начала. И потом один из энтузиастов сделал Chainmail кооперативным, а в итоге все эти энтузиасты встретились одновременно в одном месте, все это дело обсудили, и в итоге родился 3-томник, если его можно было так называть,
И, кстати, в дальнейшем игры по подземельям и драконам выпускаются именно в 3 книгах каждой новой редакции. Так вот, это был первый 3-томник подземелий и драконов. В первом издании было всего 4 расы, 3 класса. Это был, соответственно, боец, это был использователь магии и был, соответственно, целитель. А еще, что было необычным для варгеймов, из которых родилась подземелья и драконы, это то, что у каждого персонажа был отдельный набор своих параметров. Вы не поверите, но этим ребятам тоже все отказали в публикации их игры. И поэтому они учредили компанию TSR, которая расшифровывалась как Tactical Studies Rules, и под ее логотипом в 1974 году выпустили первый тираж ДНД. О значении этой системы для современного мира и поп-культуры в принципе, я думаю, говорить не нужно. Ролевая составляющая, прокачка персонажей и многое другое просочилось из нее во все игровые сферы, как в компьютерные игры, так и в настольные. В целом, можно сказать, что как раз и зародила популярность настольных ролевых игр, и все остальные ролевые системы сейчас черпают вдохновение из нее. А теперь мы перепрыгнем в 1983 год в Великобританию, где к этому моменту уже почти 10 лет процветает производитель деревянных полей для настольных игр типа шахмат и нарт, компания Games Workshop. Одним из ее основателей, кстати, был Стив Джексон. Это тот самый человек, который придумал Манчкин. А еще они были официальным дистрибьютором подземелий и драконов. Так вот, в этой компании 3 человека, Брайан Ансел, Ричард Халливелл и Рик Присли, разработали свой собственный варгейм. Назвали его Warhammer, но это был тот, который фэнтези. Не причем современный, который эпоха Симвора, а тот, который стал Warhammer Fantasy Battles. Вот этот вот. Это, правда, книжка не первой редакции, но тем не менее. Основная бизнес-идея была в том, что все предыдущие варгеймы использовали подсобные подходящие миниатюры для игры. Ну, то есть вы могли взять в любом магазине игрушечных солдатиков и играть в любой варгейм. Но в Вархаммере были свои конкретные миниатюры. И для того, чтобы вы не могли использовать все подряд, а покупали миниатюры именно у Games Workshop, были придуманы под них специальные правила, был разработан свой мир, который при этом развивался каждый месяц в журнале White Dwarf, то есть Белый гном. И здесь Games Workshop фактически вдарили сразу с 2 сторон. Они показали, что можно продавать много миниатюр и можно развивать мир игры, практически как это делалось в D&D. Когда в D&D, например, вышло издание по Ravenloft, то это был отдельный мир, который развивал D&D в целом. И при этом можно это делать, даже если вы делаете не только бумажно-печатную продукцию. А в 1987 году на волне популярности фэнтезийного Вархаммера вышел Warhammer 40 000, sci-fi версия уже тогда известной игры. То, насколько Warhammer повлиял на индустрию, уверен, вы понимаете сами. Все Infinity, Вармашины и иже с ними появились потому, что Warhammer был успешен. При этом франшиза пошла и в коробочные настолки, и в компьютерные игры, вплоть до того, что многие фанаты Вархаммера не знают о том, что у него ноги растут из настольной игры. У меня в запасе еще очень много подобных офигительных историй. Если вам нравится этот формат, поставьте лайк. А если их наберется побольше, я вам расскажу дальше. А рассказывать я буду о взлете коллекционных карточных игр, об играх со множеством ролей и асимметрий, о играх, которые одной механикой зародили целые жанры, и о тех, которые помогли выйти рынку из застоя. А еще о тех, которые дали бедным издателям и авторам возможность публиковать свои игры. Ну а сегодня это все. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!